умный светодиодный дисплей, подвижный блок, 3 бритвенные секции, влажное и сухое использование, водонепроницаемость класса IPX7, улучшенная система бритья, мощность 5 Вт, встроенный триммер, время автономной работы до 150 минут, качественные материалы и стильный дизайн. Обо всем этом и не только заявляет сам производитель в рекламе к электробритве под названием Xiaomi Anhand Blackstone 3. Сколько у меня этих бритв было, я думаю, вы и так в курсе, на канале даже есть топ бритв от Xiaomi. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта электробритва в не особо большой коробке из плотного картона. Упакована в минималистичном стиле с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Пакинг неплохой, в комплекте мы имеем краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C длиной 1 метр, щетку для чистки и саму электробритву. Весит данная модель 182 грамма, габариты следующие: 160 на 50 на 50 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца довольно много, и мои контакты в описании. В прикрепе 3 моих телеграм-канала. Телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там все только полезное. Подписывайтесь. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к электробритве. Поставляется Blackstone 3, по всей видимости, в единственной расцветке. Форма устройства такая же, как и в прошлых моделях. Ctrl-C, Ctrl-V. Тыльная часть корпуса электробритвы выполнена из матового пластика, а лицевая часть имеет глянцевое покрытие с градиентом. Выглядит интересно, но не практично, так как глянец маркий. Сборка хорошая, ничего не люфтит и не скрипит. Удивительно, правда, за эти деньги? На корпусе расположили краткую характеристику мелким шрифтом, надпись Anhand, механическую кнопку включения-выключения с тиснением. К слову, если удерживать эту кнопку в течение 3 секунд, включится функция блокировки. А чтобы отключить ее, нужно также нажать кнопку включения-выключения на 3 секунды. И эта функция сопровождается системным звуком, а на экранчике отображается замок и надпись на китайском языке. Если кто не понял, это когда вы куда-то едете, допустим, летите, в багаже у вас бритва, и чтобы она не включилась сама, лучше так делать. Далее есть разъем для зарядки Type-C, который расположили стандартно на нижней части, а с тылу есть триммер для бакенбардов с шириной 20 мм. Ну и не только, кто для чего будет использовать. Чтобы его открыть, необходимо сдвинуть механическую клавишу, и все будет работать. На дне ручки находится светодиодный дисплей для отображения заряда аккумулятора в процентах, что удобный. Экран горит только во включенном состоянии электробритвы, и это хорошо, лишний заряд не тратится. Далее установлен подвижный блок из 3 бритвенных секций с двойными кольцами, головки плавающие, есть защитная крышка из полупрозрачного пластика. Фиксируется, правда, она очень плохо, за что минус. Для того, чтобы открыть верхнюю часть блока, необходимо нажать на кнопку с лицевой стороны. Внутри мы имеем отсек для сбритых волос и головки, которые двигают бритвенные ножи, выполненные из нержавеющей стали. Сам блок несъемный. Разумеется, про сталь там много всего красивого написано, но по факту сталь и сталь. Используется роторная система бритья. Blackstone 3 подходит как для сухого, так и для влажного бритья. Воды не боится. Мощность 5 Вт, напряжение питания при зарядке 5 вольт. Электробритва в работе не особо громкая, даже замерять шум не стоит. Тихая она. Но у меня на руках были электробритвы, которые работают тише, но они и стоят в разы дороже. Эргономика электробритвы хорошая, в руке лежит она удобно, и рука не устает. Но отмечу, что нет никаких прорезиненных вставок для более надежного хвата. Может быть, кому-то они не нужны. Но при, опять же, влажном бритье могут и понадобиться. В работе электробритва показала себя достойно, бреет бритва качественно, волосы не разбрасывает, кожа не травмируется, и за волосы она не дергает. Опять же, первый месяц, и все зависит от вашей щетины. Триммер неплохой, но восторга от него у меня нет. Скажем так, свою стоимость он отрабатывает, что уже хорошо. Полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа, что касается автономности. Мне хватает не больше 10 минут для бритья, и в таком сценарии использования Blackstone 3 можно использовать около 2 месяцев, после чего она полностью разряжается. По отзывам, подобные бритвы живут у людей и год. У меня, допустим, подобная бритва на службе отработала 1,5 года, и так она и не погибла, я ее просто потерял. В целом результат хороший, но если у вас прямо титановая щетина, вам все-таки нужно смотреть на что-то более серьезное. Быстрой зарядки, к сожалению, нет. Во время подзарядки использовать ее можно, но не рекомендую. Водонепроницаемость IPX7, разумеется, чистить электробритву водой можно без проблем. Для примера, окунул ее в воду, ничего не произошло с ней плохого, но помним, как только окунули все это дело в воду, потом надо просушить обязательно, в воде не оставляем. Протерли и просушили. Минусы — это глянцевая поверхность, нет прорезиненных вставок, защитная крышка плохо фиксируется и нет чехла в комплекте. Плюс это цена, разумеется. Ее можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Притом их везде уже продают. И за углом, и на Али, и где только их нет. Не забудьте
забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Ну и, разумеется, на YouTube прожать колокол и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, бритва Enchen Blackstone 3 удобная в использовании электробритва. Отмечу хорошую сборку, качественные материалы, наличие светодиодного дисплея, на котором отображается заряд аккумулятора, качество бритья, наличие отсека для волос и хорошая автономность. Ко всему, она недорогая. Девайсу однозначное да. Еще раз спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.